Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами печем торт для моей маленькой внученьки. Ей исполняется 3 года. Торт будет бисквитный, с фруктовой прослойкой из клубники и голубики. Прослойка крема внутри будет из крем-чиза на масле. Покрытие крем-чиз на сливках. Итак, давайте приступим к приготовлению торта. Друзья, теперь наша задача подготовить две формы. Диаметр 24 сантиметра. Одна форма у меня вот такая разъемная. Вот я таким образом вложила в нее пергаментную бумагу для выпечки. А вторая форма просто кольцо. Здесь 3 листа фольги и вот такой кружочек пергаментной бумаги я кладу еще на фольгу внутрь. Вот таким образом я сделала вторую форму 24 сантиметра. А теперь, друзья, с чего мы начнем? Начнем взбивать яйца. Здесь у меня 8 яиц и 1 маленькая щепотка соли. Нам нужно взбить яйца так, чтобы масса увеличилась и посветлела. Отставляем в сторонку яйца. Теперь в емкость, где будем замешивать тесто, пересыпаем сахар. Сахара я взяла 340 грамм. В масло я вливаю примерно чайную ложку экстракта ванили. Объем растительного масла и молока взяты одинаково по 65 мл. И перемешиваем. Теперь масло смешиваю с сахаром. Теперь в сахар я буду постепенно добавлять взбитые яйца. Теперь опять вооружимся миксером и вот эту всю смесь перебьем миксером на низких оборотах. В муку я добавляю разрыхлитель 7 грамм и муки 340 грамм. И просто руками перемешаю. Мука у вас уже должна быть просеяна. И теперь в несколько приемов будем добавлять муку, чередуя с молоком. Примерно 1/3 я засыпала и перемешаю без включения миксера, просто венчиками, вручную. Теперь выливаем половину молока. Опять размешаем. Теперь засыпаем 2/3 муки. И опять размешаем без включения миксера. Теперь отправляем в тесто вторую половину молока. Перемешиваем. И добавляем оставшуюся порцию муки. Опять все перемешиваем. Все, друзья. Тесто готово. Осталось его перелить в формы. Друзья, весь вес теста у меня составил 182 грамма. Значит, для каждой формы я вылью тесто в количестве 591 грамм. Ну, можно считать 590. Друзья, вот так я разлила тесто по формам. Теперь поставлю обе формы в духовку и буду выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут. Бисквиты остыли, и теперь я могу достать их из формы. Теперь, друзья, ножом для хлеба я аккуратно срежу верхушку.
Друзья, бисквит получился такой влажный. Сейчас я вам покажу. Услышите ли вы этот звук? Теперь я каждый разрежу вдоль на две части. Я надрезала корж по краю. И теперь возьму обычную нитку. И протяну ее вдоль разреза, чтобы она ровно разрезала корж по центру. Все. Вытаскиваю нитку. Готово. Видите, ровный, абсолютно ровный разрез. Друзья, вот в таком виде бисквиты уходят до завтра в холодильник. Приготовлю конфитюр из клубники и голубики. Для этого я в мисочку выложила 10 грамм желатина. Заливаю все это 100 граммами воды, просто обычной холодной, и размешиваю. Дам настояться примерно 40 минут. А вот это уже готовый конфитюр в горячем виде. Ягоды я пробила блендером 460 грамм. Затем добавила смесь из сахара и крахмала. Сахара 120 грамм, крахмала 10 грамм. И просто перемешала с пробитыми ягодами. Довела до кипения. После того, как ягоды закипели, я кастрюльку сняла с огня и добавила разбухший желатин. Конфитюр остыл, и теперь я его делю на две равные части. Кольцо для конфитюра я затянула пленкой и поставила в разъемную форму. Диаметр кольца у меня 22 сантиметра. Теперь кольцо отправляю на 40 минут в морозильную камеру. Точно так же поступаю со второй порцией конфитюра. Друзья, я заранее прошу прощения из-за того, что видеозаписи крема для прослойки, крема для выравнивания торта и само выравнивание торта у меня проходило какими-то клочками. Это было из-за того, что телефон постоянно отключался из-за нехватки памяти. Поэтому мне пришлось удалить часть уже записанного материала, который находился в телефоне, и потом продолжить видео. Но все рецепты кремов находятся в описании под видео. Кому интересно, воспользуйтесь, пожалуйста.
На этом кусочке торта, что мне достался, видно, что слой конфитюра ровный, он не расплывается. Торт получился нежным и в меру сладким. А сейчас вы увидите сам торт целиком. Друзья, ну вот такой торт у меня получился для моей маленькой внучки. Не судите строго, я не профессионал, я всего лишь люблю домашнюю кулинарию. В том числе люблю делать торты. Я думаю, моя маленькая внучка с радостью задует свечку с цифрой 3. Пожелаем ей всего самого доброго и прекрасного. Делайте свои домашние тортики, творите, создавайте что-то красивое. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.